Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Трудяги», где мы с вами вспоминаем, какая техника работала на просторах необъятной страны. Это могут быть легковушки, грузовые автомобили, автобусы, спецтехника и так далее. Вы в комментариях можете написать, а на какие масштабные модели вы бы в будущем хотели увидеть сравнительные видеообзоры. Тематика сегодняшнего видеоролика – самосвалы. Думаю, каждый из вас хоть раз в жизни видел какой-то самосвал. Это заслуженные труженики, они каждый день перевозят различные грузы, и мы посмотрим на наиболее популярные советские автомобили. Также приготовил вам пару импортных машин. Конечно, тут собраны далеко не все грузовички, которые есть в моей коллекции, и не все машины, которые выпускались в советское и в российское время. Но базовые модели я могу вам показать. И начнем мы с мелких самосвалов, перейдем потом к более крупным и современным машинам, и также вы в комментариях можете написать, а какие из показанных грузовиков есть в ваших коллекциях, и что вы думаете о разных производителях, выпускающих эту продукцию на сегодняшний день. И первый грузовик, который я хочу вам показать, ГАЗ-93А от Deep Models. Модель довольно старая, уже снятая с производства, и в свое время этот грузовичок я приобрел в коллекцию по хорошей цене. Их продавали на распродаже в одном крупном российском магазине. Очень жизненный темно-зеленый защитный цвет, конечно, таких грузовиков у нас практически не осталось. Хотя в поселках я иногда встречаю подобную технику, она уже отреставрирована, но служит своему хозяину и по сегодняшний день, и, судя по всему, техника его до сих пор устраивает. Довольно интересный кузов с низким бортом, он металлический, хорошо реализован подъемный механизм, откидывается задний борт, борт здесь из пластика. Очень хорошо детализирован интерьер. Интересный момент, который мне очень нравится, здесь на боковинах есть надпись «Горьковский автозавод». Правда, она не очень хорошо читается из-за того, что залита краской. Вполне хорошие покрышки, поворачиваются передние колеса, тоже хорошие колесные диски, установлены регистрационные номерные знаки, и на дверках есть логотипы предприятия. И на заднем борту есть дублирующий номерной знак. И, конечно, номерные знаки сильно оживляют и украшают модель, и мне больше нравятся зарегистрированные автомобили в авторегистре, если можно так сказать, потому что если просто смотреть на модель без этих элементов, она выглядит не совсем реалистично. И это мелочь, которой многие производители пренебрегают. Далее мы посмотрим дальнейшее развитие модификации 93А. Это версия B. Шасси по большому счету точно такое же, только видоизменен кузов. У него повыше борта, и у модели эта деталь комбинированная. Напольное покрытие металлическое, а борта сделаны из пластика. Кузов тоже рабочий. Откидывается задний борт. На боковинах кузова есть дублирующие номера, уже другие покрышки, диски точно такие же, кабина выкрашена в бежевый цвет, стоят другие номера. И семейство 51-х газонов у Дипа довольно хорошо представлено. В моей коллекции далеко не все модели, которые выходили у этого бренда, но основные позиции закрыты. Есть и пожарные модификации, и классические бортовые грузовики, и различные надстройки. И многие модели я тоже демонстрировал в своих видеороликах. Далее мы посмотрим дальнейшее развитие самосвалов 51-го семейства. Это САЗ-3504, уже обновленная кабина грузовика. И у этих машин очень много взаимозаменяемых деталей. Точно такие же колесные диски, такие же покрышки, естественно, такой же кузов. Здесь его выкрасили в серый цвет. Опять же, кузов рабочий. И у Дипа также предлагался такой грузовичок с серой кабиной, и на бампере была надпись «Испытание». Но его не стал брать в свою коллекцию. Достаточно одной модели с голубой кабиной. Тоже есть довольно интересная надпись на заднем борту «Не засоряй улицы». Вот такой красивый грузовичок. И давайте покажу вам
еще одну модификацию САЗ-3503. У этого грузовика точно такой же кузов, как у модификации ГАЗ-93Б. Только отличается цвет кузова и шасси. Здесь уже обновленное. На эту модель я поставил улучшенные зеркала заднего вида. Изначально на этом самосвале стояли зеркала с ножками из пластика. И у Дипа отдельно продавались доработанные зеркала. Они стоили, по-моему, 400 рублей. Тоже поднимается кузов, откидывается задний борт. Довольно симпатичная схема окраски, поворачиваются передние колесики, покрышки точно такие же, как на многих других грузовиках. Ну вот. И давайте дальше покажу вам уже более крупные самосвалы, например, КРАС в оранжевом цвете, как в фильме «Мимино». Эта модель от нашего автопрома, она уже значительно проще, чем продукция Deep Models, но и стоит дешевле. И у Дипа пока что не предлагается кразов. И кразы есть у производителя «Автоистория», SSM, я тоже вам их давно показывал и делал различные сравнительные видеообзоры. У этой модели уже пластиковый кузов, тоже подъемный. Вполне нормально сделан гидроцилиндр, правда это пластиковая деталь, и хотелось бы видеть такие элементы из металла. И кузов здесь фиксируется на защелках к раме. У нас кразов было немного, все же это автомобили не для города, потребляют очень много топлива, неповоротливые. И последний крас, который я застал, был на одном автопредприятии. И, кстати, машина была в хорошем состоянии, с маленьким пробегом, но ее попросту пустили на металл, потому что подобная техника уже не проходила по евронормам. Тоже обидно, могли ее отдать в какой-то музей или оставить как частичку истории. Но предприятиям, видимо, это не надо. Следующий автомобиль от производителя Startscale Models. Это EAS 210E. Очень симпатичный грузовик, довольно тяжелая модель, потому что у нее металлическая рама, металлическая кабина и металлический кузов. И на эту модель я поставил покрышки от Maestro Models. Изначально резина на этом грузовике мне не очень нравилась. И, конечно, улучшенные покрышки, на мой взгляд, сильно оживляют масштабную копию. Единственное, нужно будет еще в дополнение установить регистрационные номерные знаки. Пока что не решил, поставить номера желтого цвета или более современные черные с белыми буковками и циферками. Тоже можете написать в комментариях, какой вариант для этого грузовика предпочтительней. Тоже поднимается кузов. Здесь уже окрашены штоки гидроцилиндров. У кузова также откидывается задний борт, но, по-моему, на моей модели он вклеен. Или прилипла краска. Зачастую модели Костромы собираются свежевыкрашенными, и из-за этого многие движущиеся детали прилипают. Но не буду его отламывать, не столь принципиально. И у грузовика окрашены сиденья. У меня в коллекции есть еще пару EAS-ов, я делал обзор на эту технику. Опять же, кому интересно, можете посмотреть старые видеоролики. Далее покажу вам довольно старую модель от Elecon, но тем не менее прототип тоже довольно интересный. Самосвал на базе Урала, металлический кузов, он подъемный, правда здесь очень грубый гидроцилиндр и он заедает. Нужно капнуть маслица, чтобы деталь ходила лучше. У модели открывается капот, также рабочая балансирная тележка. И пока что Урала самосвала в лучшем исполнении в 43-м масштабе я не нашел. У Автоистории были некоторые Уралы, но, по-моему, именно такой модификации не предлагалось. И уже говорил, почему я не покупал Уралы от Костромы. На мой взгляд, у них не намного лучше получилась геометрия кабины. Конечно, здесь тоже очень много недочетов, но в целом узнается прототип. И не стоит забывать, эта модель стоит намного дешевле. Вот такая ходовая часть.
Далее я вам покажу более современный ЗИЛ ММЗ от Start Scale Models в довольно необычном ядовито-зеленом цвете, но машина смотрится тоже вполне симпатично, и на этот самосвальчик я поставил хариковские покрышки, и подобные самосвалы у нас были. И, кстати, один самосвал до сих пор стоит на окраине города, и, судя по всему, эта машина передвигается своим ходом, правда, не часто. Подъемный кузов. Кузов у этой модели из металла, откидывается задний борт. Окрашен интерьер кабины. На дверках тоже добавили логотипы предприятия, но почему-то забыли установить регистрационные номерные знаки. Нужно будет поставить их самостоятельно. Вот такой симпатичный самосвал. И у ССМ был такой самосвал с более традиционной кабиной голубого цвета, но в коллекцию решил взять необычный вариант, потому что голубых ЗИЛов тоже в коллекции довольно много. Далее покажу вам МАЗ в двухосном исполнении. Это модель от Автоистории, очень симпатична, в точно такой же схеме окраски, как вы могли увидеть на рекламных плакатах. И мне понравился этот самосвал, и именно поэтому я взял его в свою коллекцию, потому что машина походит на ту, которую я видел в старых журналах «За рулем». Здесь уже пластиковый кузов, но у модели металлический гидроцилиндр. Тоже откидывается задний борт. Правда, опять почему-то он заедает, но, во всяком случае, отсоединился. Вот так выглядит ходовая часть. Окрашен двигатель, выхлопная система. Можно посмотреть, как сделано подкапотное пространство. И супермазы у Автоистории очень хорошие по соотношению цена-качество. И эти модели мне больше нравятся, чем аналоги от нашего автопрома. Хотя у двух производителей взяты разные модификации. У НАПА дверные ручки более раннего типа, а на моделях от Автоистории уже более поздняя модификация. И самосвалы тоже немножко отличались. Далее покажу вам наиболее распространенный самосвал у нас в советское время. Это классический трехосный КАМАЗ. И это уже новодельная модель от Эликона с обновленной передней частью. Но самосвалы советского периода не сильно отличались. Только фары были в решетке радиатора. Кузов, по большому счету, точно такой же. И у самосвалов КАМАЗ были разные кузова. Ребра жесткости были как вертикальные, так и горизонтальные. Был задний борт, отсутствовал этот элемент. И также были удлиненные кузова. Но у нас чаще встречались вот именно такого типа. Тоже поднимается кузов. Здесь уже поставил покрышки от ранних моделей Автоистория. Они отлично садятся на диски от КАМАЗ Эликон. И задние колесики я поставил от более ранней модели, потому что у этого самосвала 3 колесных диска были нового типа, и один колесный диск был вот такой старый. Не знаю, почему на модели так поставили, но решил поставить вот такой вариант, что во всяком случае колесные диски были одного типа. Этот самосвал окрашен в каноничный оранжевый цвет. И давайте покажу вам более крупные и современные самосвалы. Трехосник МАЗ от Автоистории. И как раз вы можете наглядно видеть, здесь уже намного крупнее кузов. Он тоже поднимается. Хорошо реализован подъемный механизм. У этой модели тоже стоят покрышки от Maestro Models, резина ID304. Доработал переднюю светотехнику, номерных знаков пока что не ставил. И, конечно, желательно перекрасить кузов, потому что он просвечивает. И жаль, что изначально с завода кузова не грунтуются и потом окрашиваются, а просто тонким слоем краски красят обычную пластиковую деталь. И из-за этого при освещении видны просветы.
Но еще раз повторюсь, сама модель довольно симпатична. И они стоили относительно недорого. Далее покажу вам похожий по грузоподъемности КАМАЗ. Одна из последних моделей от ПАО КАМАЗ в моей коллекции. Опять же, все те же проблемы, что и у модели МАЗ от автоистории, просвечивающий кузов, сделанный из пластика, но очень хорошо реализован подъемный механизм. У этого грузовика откидывается кабина, хорошо проработан двигатель. И вообще КАМАЗы и МАЗы у Костромы можно считать очень удачными. На этой модели я поставил номерные знаки от студии Микродизайн и больше ничего не дорабатывал. И давайте в заключение покажу вам два импортных грузовика. Модель Tatra 815 от Premium Classics. Копия аналога в коробочке Start Scale Models. Таких машин у нас не было, но они тоже встречались в разных регионах Советского Союза. Пластиковый кузов тоже поднимается, металлический гидроцилиндр, откидывается задний борт, окрашенные колесные диски. У этой модели кабина статичная, но есть некая имитация двигателя. И из доработок я улучшил зеркала заднего вида, поставил металлические ножки, просверлил отверстия в глушителе. И, конечно, нужно поставить регистрационные номерные знаки. Еще не решил, какого типа поставить номера, черные или уже более современные белые. Тоже можете написать в комментариях, какой тип этому грузовику наиболее подходящий. И помимо обычных самосвалов, также были полуприцепы, которые могли перевозить больший объем груза. Вот, например, одна из моделей от Premium Classics, LiAZ 110 и полуприцеп МАЗ 950620. Возможно, не самая типичная сцепка для Советского Союза, но тем не менее выглядит довольно эффектно. И полуприцеп отдельно вы тоже могли приобрести в коробочке «Автоистория», как и сидельный тягач. И у нас сейчас часто встречаются самосвальные полуприцепы. Я думаю, это более удобное решение, чем отдельно самосвал, потому что вы можете отцепить полуприцеп и, например, тягачом таскать другие полуприцепы, обычные, рефрижераторы и так далее. И таким образом техника не будет простаивать. И опять же, полезная нагрузка здесь значительно больше. Вот такая небольшая коллекция различных самосвалов, которую я хотел вам продемонстрировать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, какие модели есть в ваших коллекциях, какие самосвалы трудятся в вашей стране по сегодняшний день. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не нажали на него раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео, и можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. На сегодня это все, до новых встреч, пока!